Не работает датчик температуры наружного воздуха на машине Renault Megane Scenic 2. Находится он вот здесь. Правое зеркало. Показывает неправильную температуру. Можно посмотреть, какая сейчас. Включаем зажигание. Минус 35 в гараже. В принципе, нормально. Ну нахер. Отец! Комфортно, можно работать. Значит, что мы делаем? Открываем вот такой лопаткой наше зеркало. Ну и вот наш датчик. Сейчас его вытянем. Здесь где изолента, я просто обрезал провода, мерил его сопротивление. Вот так он выглядит. У нас оригинальный датчик стоит в районе $20. Но я заказал на Алиэкспрессе за $2 с Peugeot. Разница небольшая. Датчик в принципе похож. Нет только вот этого ушка. В принципе его можно отсюда срезать и приклеить, либо впаять в пежовский. Но я хочу попробовать другое. Здесь стоит NTC терморезистор, который при нагреве уменьшает сопротивление. Есть еще PTC резисторы, они наоборот при нагреве увеличивают сопротивление. Я долго думал, где же взять его, либо с материнской платы, но там будет PTC стоять. Нам надо NTC, который измеряет в отрицательных температурах. Долго я думал, где же мне его найти. Из Китая долго ждать. А теперь самое интересное. Потом я вспомнил, что год назад я менял на машине. Вот я его подписал как нерабочий. Датчик температуры охлаждающей жидкости. Тоже с этой машины. Тоже показывал неправильные показания. Я подумал, что в нем тоже должен стоять датчик. Берем его, развальцовываем. Когда его развальцевал, здесь все было окислено. Все в окислах. Вот наша капелька. Это NTC резистор. Когда я все почистил его, померил сопротивление, оно изменялось. Пришел к выводу, что он рабочий, оказывается, просто был окислен. Давайте его проверим сейчас. Включаем наш тестер на 20 кОм. Датчик полярности не имеет, так что без разницы. И смотрим. — 3,11 кОм. Что ж, попробуем подогреть его. При нагреве сопротивление должно упасть. Значит, это NTC резистор. Смотрим.
Вот мы видим, сопротивление падает, значит резистор наш рабочий. Попробуем отсюда его выпаять и припаяться к тем проводам и залить его полностью смолой. Будет работать или нет. Ну, сейчас попробуем его кустарно подключить, посмотрим наши показания. Так, отрезал я датчик. Но подключил просто ради интереса, пока посмотрим через крокодилы. Давайте посмотрим, покажет он что-то или нет. Включим зажигание. Ух ты. Радар-детектор включен. Пристегните ремни безопасности. Желаем вам удачной поездки. Уже в плюсе. 16 градусов. Пошла жара! Давайте сверим его с нормальным градусником. Посмотрим, что он у нас показывает. Тоже 16 градусов. Да ладно! Некоторые подбирают, знаю, эти датчики. Сам резистор, терморезистор. Но к нему подпаивают еще сопротивление. Но это геморройно, нужно сидеть высчитывать все по формулам. Вот готовое решение. Не знаю, подойдет на другие машины либо нет, но попробуем сделать. С Китая датчик придет, я думаю, не скоро. Придется ждать еще месяц-два. Временно можно пока сделать из датчика температуры охлаждающей жидкости. Посмотрим. Здесь я уже попытался вытянуть его. Давайте сейчас я вытяну, покажу. Вот, достал. Вот как он выглядит. Он залит то ли пластиком, то ли смолой. Я так понимаю, сам терморезистор стоит вот здесь. Так что мы сделаем аналогично. Восстановим нашу оболочку вот эту. Ставим сюда, отпаяем от старого датчика терморезистор, ставим его сюда и зальем смолой. Подождем, пока высохнет. Выведем сюда два провода таких же, подпаяемся через термоусадку, все соединим герметично и еще раз посмотрим температуру. Отпаиваем наш резистор. Вот наша капелька. Припаиваем два провода. Все, припаяли. Я думаю, хватит нам проводов. Одеваем термоусадку.
Вот что у нас получилось. Сейчас подготовим смолу, обклеим все и будем заливаться. Все, обклеил нашу обойму, подогнал наш терморезистор сюда, вставляется просто. Нужно отцентровать аккуратно. И вот в таком положении сейчас будем заливать смолой. Вот подготовил стаканчик, сюда зальем и будет песня. Готовим нашу полиэфирную смолу. Надо ее совсем немного. Вот стаканчик наливаем. Я думаю, хватит. Активатор смолы, он же отвердитель, как уж в шпатлевке полиэфирной. Все размешиваем. И заливаем. Вот что у нас получилось. Все залили, пускай сохнет. Пока наша смола сохнет, решил я разобрать старый датчик. Плоскогубцами. Вот какой здесь терморезистор стоит. Он находился в стекле. Ну что, прошло у нас часа 2-3. Смола наша высохла. Теперь наши грани, вот эти, где смола соприкасается с пластиком, вот здесь, чтобы у нас не заливало водой, дождем, попробуем мы герметиком здесь пройти. Обычный автомобильный прокладочный герметик. Вот мы его нанесем. Все, ждем, пока высохнет, и будем ставить. Герметик наш немного подсох. Будем подпаивать теперь провода наши. Припаяли провода. Теперь термоусадку нашу.
Все готово. Вставляем на свое место. Одеваем нашу крышку и проверим, что у нас получилось. Ну что, все собрал. Вот датчик наш стоит на месте. Без герметика ничего не видно. Попробуем включить зажигание. Радар-детектор включен. Так. Пристегните ремни безопасности. 16 градусов показывает. Сверим его с градусником нашим. А здесь у нас тоже 16 градусов. Ну что, я думаю, наш эксперимент удался. Будет стоять он временно, пока не придет с Китая датчик. Хотя он придет через месяц. Как говорится, то, что временно, это у нас постоянно. Всем пока. Ремонт удался.